меня аж рот заболел. Медленно подлетает к поверхности. Что вы мне теперь на это скажете? Вот этого я не знал. Что за дурка? Пока на земле. Где-то к северу от Гримальди. Приземлились. Нихао, братья Апачи, всем здрасте, с вами как всегда я, Алексей Хардплей. Это значит то, что прямо сейчас посмотрим. Посмотрим то, что вы любите. Одевайте шапочки из фольги, сейчас пойдет процесс. На поверхности Луны, которая к нам повернута всегда одной стороной, вращается она вокруг этой матушки-потаскушки Земли. Она всегда, мы видим одну по вот эту вот сторону, да? А что с другой стороны? Давич, недавно эти американцы... Пошла свечка. Раз. И прилетела она куда? Правильно. Прилетела она прям вот туда, куда, в общем-то, надо. На обратную сторону Луны. Ничего не нашли, сказали все хорошо и улетели. А никто не знает, что. Знаю я. Чат весь замер. Все замерли. Сейчас все телекамеры всех телеканалов мира направлены сюда. Потому что я сейчас скажу то, что не знает никто. А знаете ли вы, что в кратере Луны, а они там есть, в кратерах есть проходы. И это факт. Ученые сказали, да, такое есть. А знаете ли вы, что внутри этого кратера температура, знаете какая? На поверхности Луны минус 25, а внутри кратера температура уже 17 градусов в этих проходах. То есть, понимаешь, вот этот шарик, да, в виде Луны, это место пребывания НЛО. Объектов нам неизвестных. Я знаю 100%. Поэтому ученые пытаются это все дело скрывать. Но я, как никто другой, да, все-таки я человек адекватный, я пью таблетки, знает про то, что, жизнь не надо на Марс смотреть. Здесь, вот она, Луна, понимаешь? И оттуда за нами наблюдают те, кто живет в этих кратерах. А внутри инопланетная база, как раз, которая отвернута на другую сторону Луны. Луна поделена пополам, то есть мы как бы смотрим, мы их не видим. А с другой стороны, понимаешь, они вылетают и взлетают, и мы их все равно не увидим. Подпишись на канал. Я еще раз говорю, добьете 3 миллиона подписчиков, я вам еще не такое расскажу. Там вообще песня. Я приглашу всех с РЕН-ТВ. Я начну брать интервью, потому что я знаю, что они знают правду, как никто другие. Всем приятного просмотра. Чернецу большой привет. Лайк не забываем ставить в самом начале. Так же, как и не забываем, что все ссылочки на все соцсети, на вторую телегу игровую, на... Почти утро, а я в еврейском логове. И напоследок хочу рассказать вам про Boosty. Boosty — это платформа, где собраны все записи хардплея с просмотром сериалов, аниме и фильмов. Также там выходят в раннем доступе новые выпуски рубрики Stay Alone, а с 1 июня будет выходить развлекательный контент, ток-шоу для подписчиков от 2 уровня. А еще сейчас на Boosty летние каникулы. Зачем париться и продлевать подписку каждый месяц, если можно урвать скидочку на весь год? Скидки до 30%. А также с подпиской на Boosty открывается доступ ко всем записям стримов на VK Play Live. Акция продлится до 1 июля, так что не потеряй летние скидки и смотри видеоролики на Boosty каждый день. Кик на ВК, на YouTube, на второй архив Ютуба. Короче, все есть в описании. Господи, и вот основная телега, где у нас все стримы, все оповещения. Все там. Приятного вам просмотра. У меня аж рот заболел. Так быстро говорит. Эй, я только что видел вспышку на... Ага! Вспышка! Переговоры Аполло-17. Что ты это скажешь? Я только что видел вспышку на поверхности Луны. Где-то к северу от Гримальди. Приземлились. Можете посмотреть, есть ли что-то на ваших сейсмометрах? Ага. Может, небольшое столкновение, тогда бы появился свет. Хорошо, мы проверим. Пожалуйста. Маленькая яркая вспышка прямо там. Первый круг ада у Данте — это лимб. Вечное ожидание, вечная пустота, вечное ничего. Пытка от недоступности Бога. Ты завернул. И такое место существует. Пока на земле жили и умерли... Я знал, что мы с Чернецом на одной волне.
Я знал, что он тоже знает. Да, нас теперь двое, мы создадим свою коалицию великих разоблачателей инопришельцев. Да, потому что у нас, кто не знает, у меня и у господина Чернеца, кстати, ссылочку на которую я оставил внизу в описании, есть и был, и будет контакт. Да, с инопланетянками большими, крутастыми такими. Ух, хорошими, что прям... Осуждаю. Кто хочет тоже в контакт, да, как говорится, надо подписаться на мой стрим ВКонтакте канал. Да, ссылочка в описании. Играли все исторические деятели, которых Любой рекламодатель, и вообще любой гений рекламы, да, гений. мы знаем. Пока на Земле У меня друг Коба. Поедешь поработать на южный берег Северного моря. Да, экология. Осуждаю. велись нескончаемые войны. Случались природные катастрофы, происходили все важные исторические события. Писали все возможные книги, снимали все Вот он. возможные кинофильмы. На Луне не происходило ничего. Просто Потому что там все уже произошло. представьте себе место, в котором на протяжении 2 миллиардов лет полная пустота, абсолютная пустота. Единичные метеориты редко ударяются о поверхность, и даже Метеориты, эти удары абсолютно Я был, кстати, на Луне, кто не знает. Кто не знает, я был там. бесшумные. Здесь не просто тихо, здесь нет самого звука. И вот, спустя 2 миллиарда лет к Луне подлетает объект. Четырехногая усеченная пирамидка медленно подлетает к поверхности и зависает в нескольких Чисто пепелац из фильма Кинзадза. метрах. Аппарат скользит параллельно поверхности в поисках места для посадки. От работы двигателя лунная пыль разлетается в стороны. Пыль, которая оседала на этом месте миллионы лет. Затем объект аккуратно касается Ювелирно. поверхности. Впервые это Ой, место Саш. потревожили, впервые за всю историю существования. Это мы так думаем. Но, так как есть теория, что каждая цивилизация, она саморазрушается, то цивилизации до нас колонизировали Луну, и чтобы их не заметили, погрузились в недра через проходы в воронках. Да. Орел сел. Такой сигнал Армстронг отправил на Землю, и там случилась настоящая феерия. В центре управления восторг. Все в радости выпрыгнули со своих мест. Так, человек Что за дурка? впервые оказался на другом небесном теле. Дальше вы знаете, Армстронг делает маленький шаг для человека. Ага, все знают то, что они это снимали в кинозале, и потому что у них флаг даже Ага, да, все мы знаем, это вот это бла-бла-бла-бла, да, типа были на Луне. Земля вообще плоская, кстати, да. Огромный для человечества. Американский флаг, флаг ООН, больше сотни флагов других государств. Об этом почему-то Да, часто расскажешь. забывают. Созвон с президентом, затем путь обратно и всеобщая эйфория. Астронавты в бесчисленных интервью рассказывали, как они себя чувствовали, что видели. А видели они, судя по всему, больше, чем могли объяснить. Опа. Это документ НАСА, выпущенный в июле 68 года. Всё, да? За 1 год до первого шага Армстронга по Луне. Документ под названием «Хронологический каталог зарегистрированных лунных событий». Опа. Так вы там не были. Откуда это за год есть такой документ? А? Все, да? Попались? Что за лунные события? В нем собраны все проверенные сообщения астрономов о временных изменениях внешнего вида Луны за последние 427 лет. Указаны даты наблюдения, Дед, пей таблетки. Какие таблетки? Я независим теперь от них. место на Луне, длительность, описание, наблюдатель и источник. Были включены отчеты о наблюдениях временных ярких пятен, а Ага, также это места, куда приземляются НЛО. завес, затенений и осветления Вот, на пожалуйста. кратеров и других не... Вот, видишь, это чистейшая правда от стримера. Все сумасшедшие люди при жизни, потом их называют гениями. Да,
Вы меня называете гением при жизни. Вот вижу, как в чате пишут, да, что я гений. Потому что ты видишь, вот оно, дно кратера, днище, сракотан практически. И там они и живут, поэтому их не видно. Они туда защеливаются в эти ходы. 100%. Больших областей. Всего 68 страниц, целиком выложу в Телеграме. Более 4 веков наблюдений странных явлений на спутнике Земли. Какой, не обращай внимания, это местный сумасшедший. Ты что, дурак? Я гений. Вот некоторые из них. 67 декабря 1857. Горы 54. Тенерифе, рядом с кратером Плато. Длительность 5 часов. 2 светящихся огненных пятна на освещенной стороне Луны. Спалились. Цитата наблюдателя. Явление, которого я никогда раньше не видел на поверхности Луны, хотя часто наблюдал ее последние 40 лет. По яркости света и контрасту цвета мне показалось, что это 2 активных вулкана или 2 жерла одного вулкана в действии. 1668 год. Яркая звездообразная точка. Ее увидели сразу несколько жителей Новой Англии. 22 октября 1790. Во время полного затмения Гершель увидел по меньшей мере 150 мелких, круглых, ярких красных светящихся точек. Ну, домой прилетели, все понятно. 2 февраля 1887. Интенсивная желтая полоса, которая отбрасывала тени на соседние детали лунной поверхности. 24 мая 1955. Сверкание, напоминающее электрический разряд. Что ты на это 4 скажешь? ноября 1900. Еще скажи, что НЛО нет. Да. 1964-го пик на западной стене был очень ярким и белым. У подножья пика с внутренней стороны была сильная синяя полоса. Непосредственно рядом к юго-востоку находилось маленькое ярко-красное пятно. Всего 579 наблюдений. Причем зачастую разные светящиеся явления наблюдались в разные столетия в одних и тех же... Какое электричество там подключали? Какое электричество? Ты что несешь? У них оно все внутри. Там город целый с обратной стороны Луны. Они там живут. А эти прилетели там. Не понимают, что происходит. Они через воронки, типа в виде вулкана, мусор просто выбрасывают. Ничего вы не знаете, а? точках Луны. И, наверное, главный из этих точек — кратер. Как в Незнайке. То есть... Советский мультфильм «Незнайка» на Луне? Это отсылка к настоящему, что происходит на Луне. Наши деды все знали, 100%, уважаемые люди. Аристарх. Светящееся Людвиг явление на Аристархович. темной стороне Луны, яркое пятно на темной стороне, мигающий свет, смешение разных цветов в маленьких пятнах, мерцающие полосы, штрихи света. Столетиями человечество знало об этой аномальной зоне. Более того, странные сообщения об этой зоне стали поступать НАСА прямо во время полета Аполло-11. Программа «Леон» — сеть наземных наблюдателей, которые следили за Луной во время программы «Аполлон». В течение 2 дней, Пошла 17 свечка. и 18 июля, они засекли 6 странных свечений в кратере Аристарх. 4 из них были подтверждены независимо друг от друга разными Свет забыли на ночь выключить, понял. наблюдателями на Земле. 19 июля 69-го в 18:30, когда экипаж Аполло-11 готовился к спуску на поверхность Луны, из НАСА поступило предложение. Есть наблюдение, которое вы можете сделать, если у вас есть время. Сообщают о некоторых лунных переходных явлениях в окрестностях Аристарха. Lunar transient events reported in the vicinity of Окей! Let's go! Nice. Aristarchus. И экипаж ответил на запрос. Да, Хьюстон, сейчас смотрю на север в сторону Аристарха. Там есть область, которая освещена намного лучше, чем окружающая местность. Там просто кажется, что в нем есть немного флуоресценции. Виден кратер, и область вокруг него очень яркая. Нил Армстронг, находясь прямо на орбите Луны, подтверждает, свечение есть. Что вы мне теперь на это скажете? Что? Нас уже 3. Я, господин Чернец и какой-то там Нил Армстронг. Unnamed. 3 человека подтверждают. И мы все втроем там были. Что? Костер? Какой костер? TLP. Кратковременное лунное явление. Термин впервые использовался как раз в том каталоге лунных событий 1968 года. Уинниф Чуть
глаза не вылетели. Фред Соттел Кэмерон, Спасибо. исследовательница из НАСА, на протяжении долгих лет собирала сообщения о TLP. В статье 1977 года Кэмерон пишет, что проанализировала более 1400 наблюдений, каталогизировала Концерт? Казантип на Луне? Кстати, нормальная тема. А чё, межпланетный Казантип? И эти здесь прилетели на своем пепелаце. их, разбила на группы по возможным причинам и не пришла ни к каким точным выводам. Почему Луна иногда светится разными цветами? И если это естественные причины, почему мы не видим ничего подобного на других планетах и их спутниках? Внутри, когда прилетает много инопланетных гостей, включают много света. Все, и Луна начинает светиться, как лампадка. Что непонятно? Что интересно, из 1400 наблюдений примерно 70% происходили в одних и тех же 12 участках на поверхности Луны. Но это типа, да, большого клуба инопланетного, куда приезжают все тусоваться. Все понятно, все предельно ясно. 12 аномальных зон, в которых люди на протяжении веков видели нечто странное. Я вам говорил, уже много лет говорю, по моим наблюдениям, там кто-то есть. Зона 12. Кратер Тихо. Назван в честь датского астронома Тихо Браге. Диаметр 85 километров. В центре кратера пик Тихо. Наблюдение. 6 это за- декабря 1940 года. Некоторая светимость на западном краю кратера. 14 июля 1940 года. Слабая молочная светимость. Неровные светящиеся отметины в тени. Зона 11. Кратер Посейдоний. Посейдоний? Да? Расскажешь мне эту сказку. Я с Посейдоном вон раз на раз выскакивал в том году. Ничего, нормально. Даже не вышел, очкошник. Древний ударный кратер, названный в честь древнегреческого философа. Диаметр 95 километров. Наблюдение. Сколько? 7 апреля 1821. Кратер не отбрасывал тень. 24 апреля 1955. Белая вспышка короткой длительностью к северу от моря ясности, рядом с Посейдонием. За 3 дня до выхода этого ролика, 8 мая 26 года, на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов, а точнее Министерства войны, как его теперь называют, появляется отдельный раздел под названием НЛО. Военное министерство публикует файлы о неопознанных аномальных явлениях в рамках усилий по обеспечению исторической прозрачности. Архивированные здесь материалы — Что ты мне теперь на это скажешь? это нераскрытые дела, то есть правительство не может принять окончательное решение по характеру наблюдаемых явлений. Это может происходить по различным причинам, включая недостаток данных, и Министерство войны приветствует применение частного сектора анализа, информации и экспертизу. Что ж, звучит Какой фэк? Какой фэк? как предложение для нас с вами. Итак, Министерство обороны, я буду использовать старое название, новое мне не нравится, публикует первый релиз. Это 162 файла, стенограммы разговоров астронавтов, документы ФБР, рассекреченные разборы полетов, Открыл файл, в дверь постучали. Заскамлено. показания свидетелей, а также фото и Вот он. видеоматериалы, на которых запечатлены явления, которые НАСА так и не смогли классифицировать. Документы, которые точно объяснить А где я? так никому и не удалось. Зона 10. Кратер Так, мне надо срочно туда зайти. Кеплер. Молодой яркий ударный кратер в океане бурь. Наблюдение. 5 февраля 1884. Свечение в Кеплере. 7 февраля 1949. Белое свечение рядом с Кеплером. 7 ноября 1954. Яркая точка сразу Кто свистит? за восточной стеной. Зона 9. Кратер Коперник. Возраст около 800 миллионов лет.
Диаметр 93 километра. Ты чё за бимба туда упала? 30 марта 1889. Черное пятно. 29 октября 1966. Красное пятно. Все, да? Один из рассекреченных документов на сайте Министерства обороны – технический разбор полета экипажа Аполло-11 от 31 июля 1969 года. Открываем раздел 21. Визуальные Я вас всех сдам, если за мной приедут, сразу говорю. наблюдения. На лунной орбите Хотя не, подписчиков не сдам. после взлета мы действительно заметили и сообщили на Землю, что приближение к CDH – это постоянная разница высот. Когда Земля поднялась над лунным горизонтом, я наблюдал то, что выглядело как довольно яркий источник света. Мы предварительно объяснили Я не пойму, ну, как Светлана на Луне, что ли, живет или чё? Что это такое? А где я? это возможным лазером. Это казалось наилучшим возможным объяснением до тех пор, пока, возвращаясь в командном модуле Ага, указкой лазерной с земли кто-то светит на Луну. и приближаясь Скрин. к Земле, мы не смогли наблюдать нечто, имевшее примерно такой же вид. Когда мы навели монокулярный источник света, он выглядел как отражение Солнца от О, наши прыгают по Луне. сравнительно гладкой поверхности воды, например, озера. Думаю, мы пересмотрели наше первоначальное заключение относительно источника этого света, который видели исходящим с Земли. Если никто не признается, что в то время направлял лазер в сторону Луны, то, скорее всего, это было отражение от озера. Я все еще считаю, что это необычное явление. На таком расстоянии видеть настолько яркий источник света. На пленке, похоже, это вообще не должно было проявиться. Земля была слишком яркой. Вдобавок к этим показаниям аномальное яркое свечение кратера Аристарх. Что там все светится-то, я не пойму. Знаете, Луна действительно имеет много, так скажем, странностей. Странности, которые конспирологи к своему удовольствию активно Это наши друзья, кстати. используют. Говорят, Так. что Луна — это искусственный спутник. Факт. Я во все верю. Все, что говорят в интернете, истинная правда. Сразу верю, никогда не проверяю. Или гигантский Вот это что ты мне теперь скажешь, а? Вот оно. Что ты мне теперь скажешь? Вот, огромный танцпол, прожектора. У-у-у-у. Что? Землян только туда не приглашают почему-то. Барбара Стрейзен и Кадышева выступает. Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Что? Все прилетают послушать. Что? Все, весь космос прилетает ее послушать. Уважаемо. космический корабль, или вообще что Луна полая внутри. Никакой критики такие теории не выдерживают, но некие странности Луны действительно долгие годы мучили ученых. Во-первых, Луна подозрительно большая. Такого быть В смысле, блядь, подозрительно большая. Если бы она была меньше, она была подозрительно маленькая. просто не должно. Почти треть от размера Земли. Обычно спутники намного меньше. К тому же Луна и ее Ну, относительно объемов самого небесного тела, наверное, да. Наверное, спутники поменьше. Я не помню, у какой планеты, то ли Юпитер, то ли Сатурн, у какой-то планеты, по-моему, много спутников. И у них просто размер огромный, поэтому они как бы тоже поменьше. Но вот относительно Луны, не знаю, не уверен. Меры — это одна из причин зарождения жизни на Земле. Луна создает приливы и отливы, стабилизирует наклон земной оси, влияет на жизненные циклы. Слишком уж удачное совпадение. Ученые отвечают просто: действительно необычно, но в космосе чего только не происходит. Вторая странность — Луна всегда повернута к нам одной стороной. Как будто специально. На самом деле это так называемый приливной захват. Земля и Луна вошли в систему вращений, когда один оборот вокруг оси равен одному обороту вокруг Земли. Я, кстати, когда учился в Бауманке, мне рассказывали по-другому. Мне говорили, что Луна гравитационно застабилизирована относительно Земли. У Луны центр давления и центр масс — это разные точки. И Луна постоянно прецессирует и выравнивается относительно Земли. Еще конспирологов очень Ну, конечно, потому что там сидит какой-то инопланетный пришелец и рычагами ее стабилизирует, конечно. Понимаешь? Как РКН у нас. Раз, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, банки отвалились. Ла-ла-ла, YouTube заработал. Ой, не тот рычаг. Опять заработал. Понимаешь, и там раз,
Раз, пошел прилив на земле. Кнопку нажали, отлив. Все стабильно. Раз сильно передавили, раз цунами где-то смыло кого-то. Ой, говорит, извините. Все стабильно. Нормально. Очень удивляет тот факт, что сторона Луны, которая повернута к нам, очень уж не похожа на обратную ее сторону. Почему с одной стороны куча темных пятен, а с другой ничего? Хотя Вот этого я не знал. А, это там маскировочной сеткой просто затянуто и все. на самом деле на Земле то же самое. Следующая странность. Луна звенит как колокол. Американцы оставили Чего? на спутнике сейсмометры, которые фиксировали землетрясения. То есть лунотрясение. Как говорил Владимир Вольфович, наши ученые изменят, понимаешь, Санчес, гравитационное поле Земли, и вся ваша страна окажется под водой. Ты с кем шутишь? Ну-ка, тихо. И исследователи Дурак. очень удивились, когда увидели, Прекрати как пенить в долго чате. колеблется Луна после ударов метеоритов. Значит, она, вероятно, пустая внутри. Но это тоже объяснили. Так сказывается отсутствие влаги и атмосферы на Луне. Конечно. Странность следующая. Еще одно удивительное совпадение. На Земле возможны полные лунные затмения. Луна идеально закрывает Солнце. Ой, как удобно, а? То есть Солнце в 400 раз больше Луны и в те же 400 раз дальше от Земли. Тоже какое-то поразительно точное совпадение, но и тут есть объяснение. Никакого идеального состояния нет. Луна отдаляется от Земли. Отдаляется со скоростью около 4 сантиметров в год. В прошлом она выглядела с Земли крупнее. Куда отдаляется? Слушай, подожди. Хорошо, что она отдаляется, а не приближается. Вот когда она начнет приближаться к Земле, все, Сережа. Поэтому нам на самом деле с вами повезло, что мы Очень можем видеть повезло. затмение. У наших предков такой возможности не будет. Как вы видите, почти все странности наука сегодня объяснить может. Тем не менее, некоторые загадки все же остаются. Зона 8. Участок головы кобры. Конечно, голова кобры. Конечно, они там с Луны смотрят, говорят, ой, какой-то коронавирус, говорит, обезьян, кто-то этих летучих мышей, эти корейцы нажрались, говорит, давай подальше немножко, раз, как будто никто не заметит с Земли, раз на 400 километров немножко подальше, чтобы мне заразиться. Потом смотрят, раз, полетела торпеда, говорит, о, не-не-не, давай подальше, раз, немножечко назад. Ну, конечно, там же сидит на рычагах, управляет. 28 ноября 63-го. Розовое пятно на западной стороне. Длительность 35 минут. 25 февраля 64-го. Красные вспышки на протяжении 3 минут. Что там Зона происходит? 7. Что за Море тряска на Луне? кризисов. Морями на Луне называют темные пятна на поверхности. Этому около 4 миллиардов лет. 4 июля 1832. Море кризисов испещрено мелкими точками и полосами света. 10 апреля 65-го. Точка света, похожая на звезду. Все море Точка кризисов света. было пересечено яркими прожилками. Короче, как-то плывет света по море кризиса, понимаешь? И лазерной указкой вот так вот в сторону Земли делает. Все объясняется. Все объясняется, все понятно, все предельно ясно. Да, то есть единственное осталось выяснить, кто такая Света. Смешанными с яркими Всё пятнами предельно понятно. света. Светлана, кстати, в комментариях отметьтесь там. 19 ноября Объяснение пора. 1969 года. Посадка на Луну второго пилотируемого аппарата Аполло-12. Корабль кто-то Командир отправил. новой экспедиции Пит Конрад, когда вылазил из аппарата, сказал: «Знаете, для Нила это может быть и маленький шаг, но для меня довольно длинный», намекая, что он ниже Армстронга ростом. Эта экспедиция провела на Луне больше суток, 31 час. Пит Конрад и Алан Бин на поверхности, Ричард Гордон на орбите Луны. Астронавты Здравствуйте, меня зовут Конер, и сегодня я буду тогда сделали исследовать много Луну. чего полезного. Дошли до старого американского аппарата, который уже как 2 года стоял на Луне. Собрали 34 килограмма лунных образцов. А за несколько часов Чисто металл собирают с Луны, прикинь. В цветмет потом сдать. до вылета Алан Бин докладывает Хьюстону о странных светящихся точках. Это стенограмма полетов Аполло-12. Слушайте, Хьюстон, да, говорите. Когда смотришь через EOT, это специальный оптический телескоп, когда смотришь через EOT в темный квадрат, можно видеть эти огни. Частицы света. Вспышки света, которые, кажется, идут откуда-то. В данном случае я смотрю в квадрат 1. Это левый. Они идут из-за меня слева и просто улетают в космос. Я думал, что они падают из моего водяного бойлера, но похоже, что некоторые из этих штук вырываются с Луны. Они реально быстро отсюда уходят и просто несутся к звездам.
Вот, что ты на это скажешь? Что? Вот, летит, спугнули. Но главная загадка Аполлона-12 это все-таки Может, они думали, что ГНК прилетела. Раз, сразу все улетели, все правильно. не стенограмма полетов, это фотографии. Кого? Это что за пожилая торпеда? Фотографии лунных пейзажей, сделанные самими астронавтами на поверхности. На них отчетливо видны яркие точки. Всего 5 снимков, которые Пентагон разместил в релизе, утверждая, что точного ответа, что это, у них нет. В мемориальном комплексе Гасса-Гриппа А где-то на бескрайней засне... в Индиане, про которого у меня, кстати, есть ролик, выставлен довольно странный объект. Сэндвич. А точнее, сэндвич с солониной. На самом деле это копия. Копия Ведро ссанины, чего? сэндвича, вызвавшего настоящий скандал в НАСА. 23 марта 1965 года. Первая американская миссия с 2 астронавтами на борту. В космос отправились Газ Гриссом и Джон Янг. И прямо во время полета Янг делает своему коллеге Гассому довольно неожиданное предложение. Хочешь укусить сэндвич? Укуси меня за ушко. Джон тайком в скафандре умудрился пронести на борт сэндвич с солониной. Ты вообще адекватный? Каким нахер тайком в скафандре пронести сэндвич? Тайком в скафандре? Ты бы еще буханку с хлебом туда взял и с маслом. Ты чё? О боже. Где он? Куда он его запихнул? У меня есть предположение. Сэндвич был всего лишь 2-минутным перерывом. На нем даже не было горчицы и никакого огурца. Разразился скандал. В Конгрессе бутерброд назвали бутербродом за $30 миллионов. Потому что если бы крошки от него в невесомости попали туда, куда не надо, могли возникнуть Габелла была бы, да. Там одна крошка, говорили то, что может вообще там принести такой трындец, что конец будет всему. серьезные проблемы со всей экспедицией. Сам Янг свой поступок объяснил довольно-таки житейски. Космическая еда просто-напросто невкусная. Хочется чего-нибудь этакого. А на Земле, кстати, для таких случаев есть сервис Fly. Кстати, мы с вами вот вовсю тут обсуждаем Луну, а не разобрались как будто с самым главным. Я тут пару месяцев назад в своем окружении услышал в очередной раз: американцы на Луне не были. Не были. Я тоже в это верю. Я вообще, говорю, во все верю, все, что в интернете говорят. Мне вот завтра скажут, были, я поверю все, что были, то, что... А что нет? Нафиг мне проверять какие-то подробности. Сказали, что не были, значит, не были. Давайте раз и навсегда. Быстро, четко и коротко. Были. Вот доказательства. Астронавты привезли на Землю 382 килограмма лунного грунта. Ага, с Земли взяли. Я знаю, копали. Могу показать, где. Его исследовали ученые десятков стран, в том числе в СССР. Все подтвердили: грунт лунный. Астронавты оставили на Луне зеркальные рефлекторы. Люди до сих пор отправляют с Земли туда лазер и видят его отражение. Есть куча фотографий места высадки. Фотографировали практически все страны, чьи аппараты долетали до Луны. Радиосигналы Аполло отслеживали в прямом эфире астрономы всей планеты. И в СССР тоже отслеживали. Кстати, 5-й пункт. СССР подтвердили и поздравили американцев с высадкой. Куча привезенных фото и видеоматериалов. Везде совпадает все. Положение Солнца, освещение, местность, Спасибо, брат. звездное Привет. небо. Также на Луне оставили сейсмометры, которые до сих пор фиксируют удары Сделаем. метеоритов. В программе участвовали сотни тысяч человек. Инженеры, подрядчики, военные, операторы связи, ученые, техники, медики, астрономы, журналисты, иностранные станции наблюдения. Они что, все сговорились, что ли? Да, это мировой сговор, потому что миром кто правит? Правильно, иллюминаты. И вот этот вот золотой миллиард, да, вся эта шайка-лейка, она управляет всей экономикой, вообще всеми президентами, вообще всем управляет, да. Логово масонов. Люди очень Я тоже видел в интернете, я этому верю, потому что я верю во все. любят теории заговора и очень не любят скучные научные данные. А этих данных программой Аполлон было добыто невероятное количество. Зона 6. Рос-Д. Небольшой кратер в море спокойствия. А ты еще скажи, что рептилоиды не правят планетой нашей, да, расскажи. Ага, да. То, что они взяли, просто переоделись и теперь это вещают. Да, я знаю, да. Угу.
назван в честь британского исследователя Джеймса Росса. 18 мая 1964-го. Белая обскурация двигалась со скоростью 20 миль Кого? Какая обскурация? в час и уменьшалась в размере. Явление повторилось. 17 июня 1964-го. Движущееся яркое пятно. 18 июля. Яркая область двигалась и уменьшалась. Ее размер был больше при наблюдении через янтарный фильтр. Зона 5. Кратер Гассенди. 10 Не пью я больше таблетки, не пью, я свободен от этих медикаментозных препаратов. И вторая эта личность, она больше не берет над мной этим верх. Она не берет над нами верх. Мы теперь все дружим. 5 июля Прекрати, пожалуйста. 41-го. Движущаяся светящаяся точка. 12 апреля 66-го. Внезапная красная вспышка, сразу перешедшая в точку красной дымки возле севера. Что вы заметили? Что вы заметили? Потому что правду я начал говорить. Про инопланетян? Ну, Западной расскажешь. стены. 30 апреля 66-го. Красные свечения. В таблице 16 наблюдений, большинство из них неизвестные красные точки. Что ты скажешь за точки? Нечего сказать? Ну и, Всё? наконец, Аполло-17. Аполло. Последний экипаж астронавтов проекта Аполло. Пока после них по Луне не гулял еще ни один человек. Господин Чернец. Ну вы за всех не говорите, потому что давеча, как я говорил, был контакт, понимаешь? И они ко мне прилетали. Да, вместе с Лель, Катенькой, да. Мы с ней вместе, значит, контактировали с ними, потом я контактировал с ней, потом я опять контактировал с инопришельцами, да? И они меня взяли на Луну. Я, собственно, там ходил, я видел, кстати, да, пожилой аппарат. Пока что. И экспедиция Аполлона-17 — настоящий клад для любителей НЛО. Склад. Во-первых, фотография. Очень схожая с предыдущими, только сделана она спустя 3 года. 3 разноцветные Как в меме. точки в небе. Во-вторых, еще один разбор полета, на котором экипаж обсуждает необычные визуальные наблюдения при возвращении на Землю. Эванс. После того, как яркость огненного шара уменьшилась, я смог снова посмотреть вверх через окно сближения и увидеть то, что для меня было чем-то вроде туннеля с ярким пятном посередине туннеля. Далеко внизу по туннелю, далеко позади, я мог видеть огненный шар. На участке перелета к Земле у нас был только маленький серп Земли, и было невозможно проводить какие-либо обширные наблюдения погоды. У нас были световые вспышки практически непрерывно в течение всего полета, когда наши глаза были адаптированы к темноте. У меня была одна, которая, как я подумал, была вспышка на лунной поверхности. Ну и, конечно, Все сходится. Ничего не понял, но очень интересно. стенограммы полетов. У нас тут несколько очень ярких частиц, фрагментов или чего-то еще, которые пролетают мимо, пока мы маневрируем. Внизу на моем окне очень много больших цветов, просто ярких. А из окна Рона, кажется, сегодня 4 июля. Мы можем рассмотреть некоторые по форме. Это неровные, угловатые фрагменты. Они перекатываются. Очень яркие. Так это лунный перекати поле. Не знал, что ли? Стенограмма от 10 декабря. И Набрали додиков с сэндвичами, нет, чтобы меня взять на Луну. Ну, лишний раз, чтобы мне туда слетать. Нет же. Вот взяли, набрали. Вот меня надо было брать, я бы все объяснил. наверное, самое впечатляющее, что я помню, и последнее, что я помню перед тем, как заснуть, это то, что было очень яркое пятно, которое вспыхнуло прямо между моими глазами. Как очень яркая фара, как поезд, идущий на тебя. Прикинь, аппарат приземляется на Луну. А что это, говорит, такое под нами? Что это такое? Что это? Что, говорит, на рельсы похоже. А там Сапсан из кратера выезжает. Экскурсия лунная. Понимаешь? Чего? Только со вспышкой. Одно скажу точно, у меня нет никаких сомнений, что они там есть. В прошлый полет, думаю, я просто не искал их и не обращал на их внимания. Может, они были там, а я Москва-Луна. игнорировал их из-за других вещей. Но они там есть. Hey, I just saw a flash on the lunar surface. Эй, я только что видел вспышку на поверхности Луны. Oh, yeah? It was just right out there north of Grimaldi. Где-то к северу от Гримальди.
Можете посмотреть, есть ли что-то на ваших сейсмометрах? Может, небольшое столкновение, тогда бы появилось... Иди, говорит, Сережа, сэндвич доставай. Говорит, иди посмотри, есть там что-нибудь. Нет, иди, Вась, иди. 3 за побег, 2 за детсад, 8 за выход на Луну. Иди. свет. Okay, well, check. Хорошо, мы проверим. It was a bright little flash right out there. Маленькая яркая вспышка прямо там. Зона 4. Древний кратер Альфонс. 3 ноября Новосибирский экспресс. 58-го. Красноватое свечение, за которым последовало истечение газа. 2 сентября 66-го. Серия слабых свечений. 13 августа 67-го. Свечение внутри кратера. Всего 18 наблюдений. Ну, тут предельно все понятно, они живут внутри кратеров. Все, как я и говорил в самом начале видео. Я еще видео не посмотрел, я уже знал, да. Потому что внутри кратера хорошие температуры для чего? Правильно, для тусовки. Зона 3. Вот они внутри Долина живут. Шрёдера. 3 июля 55-го. Звездоподобная точка. 28 ноября 63-го. Красные пятна. Затем фиолетовая, голубая дымка. В таблице 20 наблюдений. Итак, Аполлон 11, 12 и 17 видели огни, сфотографировали огни, докладывали о вспышках. Давайте с конца. Астрономы Аполлона 17 видели яркие частицы вокруг корабля. Тут Я не знаю, что видели астронавты Аполлона 17, но Нил Армстронг сам лично, связавшись со мной через телеграм-канал Hard Insight, оповестил меня о том, что он говорит: Алексей, hello. Я говорю: hello, Armstrong, hello. Он говорит: I subscribe to you, Boosty. Я говорю: о, really? Он говорит: да, really. Он говорит: мы когда на Луну летели, говорит, нечего было делать, жевали бутерброд, понимаешь, этот сэндвич, и смотрели фильмы вместе с вами на Бусти. Я говорю: да. Он говорит: о, of course. Он говорит: скидки на Бусти. Я говорю: на сколько подписался? Он говорит: на год, 30% скидка, представляешь? Я говорю: да ладно. Он говорит: да. Летели, говорит, всем экипажам смотрели, угорали. Да, так что тоже подписывайся на Бусти, ссылочка внизу в описании. Гениально. исследователи сходятся во мнении. Это мусор. Лед, частицы покрытия, отслоившиеся фрагменты и краска. В вакууме любые выбросы воды, пара, конденсата, продуктов вентиляции или даже пыли могут мгновенно кристаллизироваться. Если они попадают на солнечный свет в черном космосе, они действительно выглядят как звездочки. Яркие точки. Но, помимо этого, астронавты описывают куда более странные явления. Это вспышки в их глазах. В какой-то момент астронавты, видящие огни в космосе, закрывали глаза и продолжали видеть эти огни. Как так? Как говорят ученые, это космические лучи и частицы, проходящие через сетчатку глаза. Из-за радиационной среды за пределами Земли, даже закрыв глаза, человек продолжает видеть яркие огни. И большинство таких видений огней в космосе и объясняется зрительной иллюзией. Но в таком случае, что делать с фотографиями? Пентагон действительно поместил фото в раздел «Нераскрытые дела». Но это не за какой-то таинственной информации, что же на фото, а скорее из-за нехватки информации. Все фото Аполлона 12, например, сделаны примерно в одно и то же время. А огни всегда разные. Значит, это не какой-то один конкретный объект в космосе. Да и астронавты ничего не докладывали. Скорее всего, дефект пленки или оптики. Что действительно остается загадкой, это те самые TLP. Свечение, которое несколько столетий наблюдает человечество. Тот самый каталог событий в аномальных зонах, которые я вам зачитываю. Они действительно есть. И не совсем понятно, откуда они взялись, но версий много. Уинифред Кэмерон, исследовательница из НАСА, которая занималась этим вопросом, разбила наблюдавшиеся явления по категориям и выявила несколько причин. У всех этих явлений потом пропало. Могут быть разные причины. Во-первых, удары метеоритов. НАСА постоянно наблюдает за темной частью Луны, и удары метеоритов действительно вызывают вспышки на поверхности. Вторая причина —
газы. В некоторых местах наблюдались выбросы летучих веществ из-под коры. Остаточное явление бывшей вулканизации Луны. Отсюда и возможное объяснение, почему эффекты часто наблюдаются в одних и тех же местах. Третья причина – ошибки наблюдения. Сами понимаете, смотреть на настолько далекий объект довольно сложновато, да и атмосфера мешает. Многие сообщения совпадали с моментом, когда Солнце поднимается в один и тот же угол, поэтому возможны и оптические иллюзии. У каждого аномального места есть свои частные... Мне кажется, вот к астронавтам, когда уже за руку подойдут, поздороваются, скажут hello, hello, точнее скажут привет, привет, потому что они на нашем разговаривают. Скажут здравствуй, I am UFO, ино-пришелец. Они скажут, о, понятно. Оптическая иллюзия, говорит, выбросы газа и вулканизация. Да, все, Светлана, до свидания. 100% так и будет. наблюдаемые одинаковые явления. Например, в кратере ГСНД видят именно красные точки. Видимо, там как раз часто выходит газ из-под коры. В кратере Посейдонии часто всего необычная тень. Значит, скорее всего, игра света из-за необычного рельефа. Опять Светлана. Тем не менее, пока это все гипотезы. Армстронг действительно своими глазами видел свечение. Его стали расспрашивать, виден ли какой-то цвет, какая именно стенка кратера светится. Цвета не было, стенка внутренняя. Армстронга еще много раз расспрашивали про этот случай, потому что звучит интригующе. Но тот всегда отвечал спокойно. Просто более высокий локальный уровень освещенности поверхности. Речь идет о каком-то природном явлении, а не о внеземной цивилизации. Простите за нудность. Зона 2. Кратер Чернец просто не говорит про инопланетян. Он тоже был со мной, он их видел. Платон. Древний ударный кратер. В таблице 40 наблюдений. 13 мая 1870. Яркие пятна. Необычайное зрелище. 1871. Полоса света через дно кратера, видимая, когда кратер находился в тени. 31 июля 1904. Яркий туманный объект диаметром 2 угловые секунды на дне кратера. 15 апреля 1932. Внезапное появление белого пятна, похожего на облако. Зона 1. Кратер Аристарх. Главный объект в списке наблюдаемых свечений. 122 сообщения. Примерно 30% всех увиденных явлений. 18 октября 1824. Смешение всевозможных цветов в маленьких пятнах к западу и северо-западу от Аристарха. 19 февраля Странная 1905. Во время затмения яркое пятно, сияющая в темноте, как маленькая звезда. 26 ноября 1961 было видно красное свечение. В красной и синей областях спектра наблюдались аномалии. Знаете, странно вообще все это. В смысле, не огни в космосе, а этот сайт. Большая часть материалов на сайте Пентагона по Аполло на самом деле уже была издана. Стенограммы всех переговоров Аполлона уже давно в общем доступе. Есть даже специальный сайт, где отмечается вообще все. Где были астронавты, записи переговоров, сами переговоры в аудиоформате. Есть даже файл на Ютубе. Многочасовой файл записей переговоров. Даже часть фотографий мир уже видел. Зачем Пентагон все это снова выложил? Давайте посмотрим, что там вообще еще есть. Давайте так, полный обзор всех документов я сделаю у себя на Бусте. Тут все-таки больше 160 файлов. Сейчас рассмотрим самое интересное. Так, в 2013 году Центральное командование Соединенных Штатов представило в Управление по разрешению аномалий, оказывается, такое Чего? тоже есть, отчет о неопознанном аномальном явлении, состоящий из видеозаписью продолжительностью в 1 минуту и 46 секунд, снятой инфракрасным датчиком на борту военной платформы США. Репортер не представил никакого устного и письменного описания своего наблюдения. Давайте-ка посмотрим. В общем, все данные скрыты, как вы видите. Что за объект вообще не ясно. Сказано 8-конечная звезда, но вообще это похоже на блики камеры. И больше всего меня смущает, например, парашют. Это же похоже на парашют. То есть вообще все это похоже, вот инфракрасная камера снимает. Ну, если честно, что-то хрень какая-то. Какой орешник летит? Он не так летает. Ничего не видно, есть очертания парашюта, и это похоже на
параплан, или как это называется. Вот такие штуки. И тут прям отчетливо видно, как летит параплан, только как будто камера перевернута. Так, ладно, едем дальше. Ну, странная 57-секундная видеозапись, сделанная инфракрасным датчиком на борту военной платформы Соединенных Штатов в 2023 году. В сопроводительном отчете о полете описывается, что ЮАП, неопознанное явление, летел вблизи поверхности океана и совершал несколько поворотов на 90 градусов со скоростью примерно 80 миль в час. Посмотрим. Если честно, вообще ничего не понятно. Летит точка. Что это? Может ракета, может дрон. И вот самое интересное, это вот этот вот поворот, который должен казаться Это огненный дракон! Заткнись. странным. Здесь вообще объекта не видно. То есть непонятно, повернул ли он, как он повернул. И опять все данные скрыты. Так, едем дальше. 24-секундная запись, сделанная инфракрасным датчиком на борту военной платформы США. То же самое. Так, описывается, как маленький и круглый, летящий вблизи поверхности океана в направлении суши. Опять какая-то точка. Чё за... Летит и у поверхности исчезает. Ничего не понятно. Дайте им камеры нормальные на эти платформы. Что это за такое? Опять. Но пока похоже на какой-то дрон или ракету. Так, дальше. 21-секундная видеозапись. Описывается как состоящий из объекта с вертикальным шестом или перекладиной, прикрепленной к нижней части объекта. Наблюдатель также сообщил, что ЮАП может быть отражением от объекта в воде. Ну вот на этот раз видно лучше. Тоже точка, тоже ничего не понятно. Как будто бы реально видно отражение в воде, как и написано, что может быть это водный объект. Может, это какая-то торпеда. Либо, если это очень близко к воде, похоже на крылатую ракету, которая летит обычно очень низко. Например, американские томагавки вот с таким крылом, как тут указано перекладиной. Так, дальше. 10-секундная видеозапись, сделанная инфракрасным датчиком на борту военной платформы США в 2024 году. Здесь я даже разглядывать ничего не могу. Здесь как будто пиксели поплыли. Вообще... Ну это пакет с мусорки. Ничего не видно, ничего не понятно. Данные скрыты. Еще одна точка. На этот Мы как бы, говорит, рассекретили все, но данные скрыты. Кого? Это буханка летит. раз среди ветряков. Вот это правда странно. Прямо среди Это очень ветряков летит точка, но это кроме как бликом от камеры описать сложновато. И что самое Она пульсирует. странное, это вот этот разворот. Она развернулась и полетела обратно. Так, вот здесь, я жду разбор от топа. Напишите ему, пожалуйста, чтобы он разобрался, что это. Я понятия не имею. Дальше едем. Деформированный Найс скинул. и неровный шар белого цвета. Тут я даже не понял, это вот это объект или это дефект файла, где именно белый шар? Тут какая-то яркая штука. Что такое? Знаете, вот после увиденного задаешься вопросом, а зачем вообще это выложили? А ответ мы видим на основной странице в самом начале этого же сайта. Обращение Дональда Трампа. Трамп пообещал обнародовать документы, связанные с НЛО. Так Найс обнародовал. Опять старый обманул всех. же, как и с документами Эпштейна, и вообще он много чего обещал. Эта его политика, судя по всему, нацелена на конспирологов, то есть на его же целевую аудиторию. Отсюда и такой красивый, не побоюсь этого слова, сайт, как будто ты в какой-то компьютерной игре. Например, в Control-Strike. Отсюда Не надо. 25 лет в этой игре провел, не надо. же и буквально призыв населению: попробуйте провести свои исследования. Министерство войны приветствует применение частного сектора анализа, информации и экспертизы. Что там можно... Какой анализ-то? Там везде какие-то точки обычные летают. Где тарелки? Где пакет показали? Какой-то кто-то компот пролил оранжевый из сухофруктов и несколько точек. Что это такое? То есть Пентагон не смог определить, что на видеозаписи, отрезал маленькие кусочки от этой записи,
замазал всю информацию и говорит: может, теперь вы поймете? Как это выглядит в моей голове? Трампу в голову пришла очередная гениальная популистская идея. Гениально. Громкий заголовок: «Расскажу миру правду». Он покажет секретные документы про НЛО. И вот он дает поручение своим, кто там выполняет такие поручения, и они делают отдельную вкладку на сайте Министерства обороны. НЛО. Что же мы видим внутри? Документы по Аполлону, которые были уже обнародованы как десятилетия, обрывки видео, минутные, 10-секундные, специально обрезанные с замазанной информацией. Как будто им нужно было найти видео, на которых вообще непонятно, что это летит. Кажется, они самую вообще шляпу выложили. И они этого добились. Люди получают загадочные ролики и плевать, что где-то даже видны очертания парашюта. Трамп получает образ, который он и добивался. Я раскрываю то, что от вас скрывали демократы. Моя политика – политика прозрачности. Мы публикуем все секретные документы. Мы ничего не боимся. Трамп очень уверенно играет на недоверии людей к государству, причем он сам этим государством и является. Рейтинг растет, электорат перестает думать о настоящих проблемах, таких как война в Иране, например. Начинает изучать летающие тарелки. НЛО, знаете, уже давно переросло из теории заговора в политический инструмент. И этот красивейший сайт Министерства обороны – прямое этому доказательство. Да и должен сказать, что сама лунная программа «Аполлон» была продиктована политикой. Полет на Луну – результат холодной войны. Кеннеди поставил целью доставить американцев на Луну именно чтобы выиграть противостояние с Советским Союзом. И когда американцы получили желаемое, научные программы быстренько свернули, финансирование НАСА резко урезали, политическая необходимость летать исчезла, а на науку денег жалко. И не стоит винить именно политиков. Ну, как будто бы гениально, на самом деле. Выложить какую-то старую шляпу непонятную и всем сказать: вот, смотрите, рассекретили НЛО. Они играют по правилам, продиктованными человеческой природой. Людям хочется зрелища. Первая высадка на Луну – настоящая эйфория целого государства. Рекорды по просмотрам трансляций. Да, это громкий инфоповод по факту. Вторую высадку смотрело уже в 2 раза меньше людей. А с каждой последующей у американцев только возникали вопросы. Зачем нам это показывают? Мы это уже видели. И прежние эмоции такие полеты уже не вызывали. И тут возникает современная аналогия. Мы ведь снова летим на Луну. Новая космическая программа «Артемис». Отличное название, кстати. Первые астронавты уже совершили тестовый полет, облетев Луну. США снова наращивает космическую мощь. На этот раз и с помощью частных программ, кстати. Вдобавок, Китай развивает свою лунную программу, а значит, снова появляется необходимость быть первыми. Знаете, вся космическая программа как будто бы просто отражение довольно грубой человеческой сущности. Человеческой природы, которая не менялась 1000 лет. Мы все так же пытаемся спорить друг с другом, кто сильнее, пытаемся забраться на ветку повыше, пытаемся захватить кусочек добычи Он на Луну полетел, забрался. побольше, чтобы Ты что говоришь такое? жилось сытнее. И все это сейчас в масштабах целых государств. И бороться с этим кажется абсолютно бессмысленно. Все, что нам остается, это радоваться, что пока политики пытаются забраться повыше, Мы остаемся пониже. Обнял! Добро пожаловать в телегу. Welcome to the club, buddy.